Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю пирог с грибами, ветчиной и сыром на готовом слоеном тесте. Все быстро и просто. Слоеное тесто придает пирогу легкость и воздушность, а внутри сочная ароматная начинка. Такой пирог можно подать и к ужину, и к праздничному столу. Для рецепта мне понадобится небольшими кусочками порежу 2 крупных зубчика чеснока. И также режу грибы. У меня грибы крупные, я их разрезаю пополам и затем режу на пластинки. Я поставила разогреваться сковородку, наливаю небольшое количество растительного масла. Отправляю обжариваться сначала чеснок, чтобы он дал свой приятный аромат. Обжариваю буквально 1 минуту. И теперь добавляю грибы. Мне надо, чтобы из грибов выпарилась лишняя влага, и они слегка обжарились. Обжариваю на большом огне. Сейчас грибы солить не надо, чтобы они не пустили дополнительно сок. Я только добавляю чайную ложку тимьяна, немного сушеного лука, примерно 1 чайную ложку. И добавляю смесь перцев. Конечно, все специи используйте по своему вкусу. Сейчас, когда лишняя влага из грибов выпарилась, я их солю. Снимаю сковородку с плиты и оставляю грибы немного остыть. Подготовлю сыр фета. Он у меня не заправлен, не соленый, поэтому я добавляю в него немного соли. Также добавляю чайную ложку орегано. И также добавлю перец. У меня здесь смесь. Разминаю сыр вилкой. Кстати, вместо сыра фета можно использовать адыгейский сыр или брынзу. И, конечно, специи и соль тогда добавляйте по вкусу. Красный болгарский перец. Очищаю его от семян и перегородок. Порежу полосками. Для пирога я буду использовать готовое слоеное бездрожжевое тесто. У меня 2 куска теста, они тонкие. Всего здесь получается 500 граммов теста в 2 кусках. Тесто я заранее достала из морозильной камеры. Разворачиваю 1 кусок и разворачиваю 2. Эти 2 пласта теста я соединю, так как видите, они у меня очень тонкие. Выкладываю 1 пласт на другой. Хорошо прижимаю. Пирог я буду формировать сразу на пергаментной бумаге. Слегка подпыляю ее мукой. Выкладываю пласты теста. Сверху также слегка подпыляю мукой. И тесто слегка раскатываю скалкой. Сверху выкладываю ветчину. Она у меня порезана очень тонко. Я выкладываю внахлёст. Можно вместо ветчины использовать любую колбаску. Все, что вам нравится. Сверху на ветчину выкладываю сыр фета, прижимаю его. Теперь полоски болгарского перца. Сейчас я выкладываю примерно половину. Дальше выкладываю жареные грибы. Распределяю их вот таким ровным слоем и немного прижимаю. Сверху оставшийся перец и сыр моцарелла, который я уже заранее натерла на крупной терке. Теперь вот таким образом я подворачиваю ветчину. Начинки получается много. Приборным ножом делаю вот такие надрезы. Немного подтягиваю тесто и закрываю. Уже тесто начинает таять. Разрезаю тесто на полоски. Толщина полоски примерно 1,5-2 сантиметра. И с другой стороны. Полоски накрываю крест-накрест. Стараюсь прикрыть начинку. Теперь я точно так же закрываю пирог со второй стороны.
Вот эти кусочки теста, которые остались, можно разрезать на полоски. Можно их вот таким образом перекрутить и выложить каким-то рисунком. Это тоже будет смотреться очень красиво. Аккуратно пирог вместе с пергаментной бумагой перетаскиваю на противень. Смажу сверху разболтанным яйцом. И по желанию можно присыпать кунжутом. И сейчас отправляю мой пирог выпекаться при температуре 200 градусов примерно на 30-35 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Пирог я достала из духовки. Вот такой красавец получился. Он красиво подрумянился со всех сторон. Сейчас ему надо дать время немного остыть. Слоеное тесто придает пирогу легкость и воздушность, а внутри сочная ароматная начинка. Я желаю всем приятного аппетита и приятного просмотра. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.